Адам Рейнер когда-то был человеком, перед которым мир склонялся без колебаний. Основатель технологической империи, любимец деловых журналов, символ успеха и силы. Но одна ночь изменила все. На извилистой дороге у гор Сноуколме его автомобиль сорвался в пропасть. Он выжил, но потерял способность ходить, и вместе с телом будто парализовалась душа. После аварии Адам заперся в своем особняке над Сиэтлом. Дни тянулись в тишине, нарушаемой только шумом дождя и звуком колес его инвалидного кресла по мрамору. Он стал холоден, раздражителен, нетерпим к любой мелочи. Служащие уходили один за другим, не выдерживая его взгляда и тяжелого молчания. Дом, стоявший на утесе с видом на залив, напоминал музей, идеально чистый, но мертвый. Все в нем было подчинено порядку и страху, пока однажды не появилась новая горничная. Ее звали Эмма. Молодая, тихая, почти невидимая, но с какой-то внутренней ясностью, которая не требовала слов. Адам сначала не обратил внимания, но потом заметил, она двигалась иначе. Легко, спокойно, будто вокруг не было той холодной атмосферы, которую он создавал годами. Иногда он слышал ее тихий напев в соседней комнате. Голос был чистый, будто издалека, и почему-то заставлял сердце сжиматься. Когда однажды Эмма случайно разбила вазу из его коллекции, он хотел сорваться, но вместо ярости ощутил усталость. Она лишь опустилась на колени и начала собирать осколки, не оправдываясь, не прося. И в этот миг он вдруг заметил, она не боится. В ее движениях было не унижение, а достоинство. Через несколько дней он снова услышал музыку. Эмма включила старый рояль, тот самый, к которому он не прикасался с момента аварии. Он наблюдал из-за двери. Девушка двигалась под музыку не как танцовщица, а как человек, которому нужно просто дышать. Ее легкие шаги будто наполняли дом живым воздухом. С тех пор Адам не велел выключать музыку. Он стал чаще открывать шторы, реже кричать на персонал, иногда даже улыбался. Вместе с Эммой в его жизни появилась тишина иного рода, не мертвая, а теплая. Он снова начал интересоваться делами компании, а однажды сел за рояль сам. Когда под его пальцами зазвучали первые ноты, он понял, жизнь не кончилась. Она просто ждала, когда кто-то снова зажжет свет. Эмма не изменила его чудом. Она просто напомнила, каково это быть живым. И Адам Рейнер, человек, потерявший все, впервые за много лет почувствовал, что ветер за окном не холодный, а настоящий. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.